Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре и о кельтских святых. Сегодня я расскажу еще про одного кельтского святого. Его имя хоть и не на слуху, но это довольно интересный святой из Ирландии времен раннего Средневековья, который, согласно преданиям, разрушил могущество одного из самых священных мест Ирландии – Тары, древней резиденции верховных королей, где когда-то возводили на трон правителей острова. Более того, легенда гласит, что именно его проклятие привело к гибели самого верховного короля Ирландии. Но обо всем по порядку. Этот святой родился в Ленстере, на востоке Ирландии, примерно в начале VI века, и был в числе 12 апостолов Ирландии. Так в средневековой традиции назвали 12 самых знаменитых, самых прославленных учеников святого Финиана Клонардского, ставших великими миссионерами и основателями монастырей по всей Ирландии. Хотя в русскоязычной литературе имя этого святого обычно пишут и произносят как Руадан, я буду произносить его имя ближе к оригинальному ирландскому звучанию – Руон, поскольку в своих видео я стараюсь по возможности придерживаться аутентичного ирландского произношения. Полное имя святого звучало как Руон мак Фергуса, то есть Руон сын Фергуса. Само имя Руон происходит от древнеирландского «руа», то есть «рыжий», и, вероятно, это означало что-то вроде «рыжеволосый юноша». А имя его отца, Фергус, это очень древнее гаэльское имя. Оно переводится как «муж силы». Такое имя прекрасно бы подошло для гаэльского вождя или человека из знатного рода. Но мнения исследователей по поводу того, был ли отцом Руэна вот действительно тот самый Фергус, расходятся. Некоторые источники считают, что детали его происхождения могли быть позднее приукрашены. И уже в более поздней традиции, когда Руана не стало, начали представлять этого святого выходцем из знатного рода, чтобы повысить, так сказать, монастырский рейтинг. Но все это теории и предположения. А мы вернемся к нашему святому. На юге Ирландии, на севере графства Типперери, находится деревня Лорра. В 550 году по Рождестве Христовом святой Руон построил там дубовую церковь и основал в тех местах монастырское поселение. Там при его жизни подвязалось около 150 монахов. Уже позже, в X-XI веках, на месте деревянной церкви была построена церковь из камня. В ирландском языке для такой церкви даже употребляли особое название – Даулиех, что означало «каменный храм», потому что это было весьма значимым событием для прихода, строительства каменной церкви. Согласно народной традиции, Руон особенно прославился как пророк и чудотворец. Но, к сожалению, о чудесах, им сотворенных, осталось не так уж много информации. Согласно материалам архива Духас, Национального собрания народного наследия и фольклора, в ирландской школьной фольклорной записи от XX века говорится, что в местной традиции считалось, что святой Руан совершил некие 3 чуда. Но, увы, сами чудеса в этой записи не перечисляются. А это говорит нам о том, что память о его чудотворении сохранялась в народной устной фольклорной традиции. Но конкретные рассказы, по всей видимости, были, к сожалению, утрачены. Святой Руон известен своим даром предвидения, когда он предсказал гибель верховного короля Тары. Тара – это комплекс древних земляных валов, курганов и ритуальных сооружений, которые расположены на вершине холма. Она считалась практически столицей Ирландии и служила сакральным центром королевской власти, где короновали королей и проводили важные ритуалы. Тара находится в графстве Мид, в восточной части Ирландии, и считается одним из самых знаменитых археологических памятников страны. Про нее у меня еще будет целый отдельный ролик. Согласно преданию, верховный король Ирландии Диармид МакКеррол нарушил церковное право. Он приказал схватить человека, укрывшегося под защитой церкви, то есть нарушил право убежища.
священный закон, согласно которому укрывшийся в священном месте временно получал неприкосновенность и защиту от преследования. По сути, право убежища было одной из неприкосновенных основ раннего христианского мира. И вот король этот закон нарушил, и тогда Руан пришел к королю и потребовал справедливости. Но король отказался вернуть этого человека. Руан, разгневавшись, вместе с другими клириками начал поститься и молиться против Тары, а затем и вовсе проклял главный церемониальный центр Ирландии. После этого, по легенде, Тара пришла в упадок и больше никогда не была прежним центром инаугурации верховных королей Ирландии. Хотя исторически еще примерно век-полтора на холме Тара продолжали возводить королей на трон, именно Руану народная традиция приписывает ее падение. После конфликта Руан предсказал Диармиту такую смерть, что тот погибнет от удара, огня, утопления и будет раздавлен балкой с крыши. Король пытался избежать такой судьбы. Он выбросил балку в море, но пророчество все равно исполнилось самым драматичным для него образом. Именно ту самую балку нашли и использовали в том доме, где позднее, во время нападения врагов, укрывался король. Дом был подожжен. Спасаясь от пламени, Диармид спрятался в большой бочке с элем. Но крыша обрушилась, и та самая балка рухнула прямо на него. Так исполнилось предсказание, и король Диармид не смог избежать наказания. То есть Руан в ирландской традиции выступает почти как ветхозаветный пророк. Его слово становится приговором и неизбежной карой. Это напоминает прежде всего пророка Илию или Нафана, которые не боялись говорить царям: «Ты приступил границу, которую нельзя было переступать». В этот момент Руан выступает как голос самого сакрального порядка. Но, пожалуй, самая известная легенда про святого Руана связана с чудищем из озера Лох-Дерк, которое наводило ужас на местных жителей и пожирало скот. На озере Лох-Дерк в древности, по преданию, обитал некий монстр. В ирландских текстах его часто называют пейст. Имеется в виду либо змей, либо дракон, или некий водяной змееподобный монстр. Тогда Руан приходит на берег озера и встречается с чудищем лицом к лицу. Согласно некоторым версиям предания, он силой молитвы повелевает змею уйти. В других же устанавливает границу, что монстр больше не смеет выползать из воды и пугать местных жителей. А чудище повиновалось и более уже не тревожило местное население. Вот такая интересная легенда о Лох-Деркском чудовище. По преданиям, Руан умер в монастыре Лора 15 апреля 584 года. Монастырское поселение в Лоре достигло пика своего расцвета в эпоху святых, ученых и миссионеров. Это у нас как раз 6-9 века по Рождестве Христовом. Именно в этот период обитель Руана стала одним из крупных религиозных центров региона. Даже после смерти основателя монастырь продолжал расти и процветать. В течение последующих веков монастырь неоднократно подвергался разорению, как во время набегов викингов, так и в ходе местных междоусобиц. Однако обитель неизменно восстанавливалась. Согласно археологическим раскопкам, вокруг поселения проходил широкий ров и земляной вал. Они, во-первых, обозначали границу священной обители, а во-вторых, они удерживали скот, чтобы животные не убегали за пределы монастыря. И вполне вероятно, такие рвы и насыпи помогали защищать обитель от незваных гостей. Как и многие ранние ирландские монастыри, Лора, по-видимому, была вполне самодостаточным поселением, где монахи сами выращивали пищу и производили все необходимое для жизни. Изначальная каменная церковь, построенная самим Руаном, конечно же, не сохранилась. На фото мы видим церковь XII века. Как раз-таки в XII веке здесь было создано Августинское аббатство. В XIII веке церковь была отреставрирована. Был добавлен дверной проем с резной аркой и мужской головой. Эту каменную голову некоторые исследователи считают изображением нормандского лорда Уалтера де Бурга,
вероятного покровителя местных монастырских построек, который, возможно, был связан с основанием Августинского приората в Лорре. В XV веке были внесены еще дополнительные изменения. В том числе был добавлен нижний дверной проем с резной иконографией в виде роз, лилий, виноградных листьев, а также было добавлено изображение пеликана, разрывающего клювом свою грудь, чтобы накормить птенцов собственной кровью, что является символом жертвы Иисуса Христа за человечество. Рядом с церковью сохранились руины двух высоких крестов VIII века. Говорят, что один из них установлен на могиле короля Манстера, исторической провинции на юге Ирландии. Другой же крест, как говорят, отмечает могилу святого Руана, хотя сам крест, вероятно, был высечен спустя аж несколько столетий после его смерти. Рядом с церковью также находится современная католическая церковь святого Руана, которая отличается красотой витражей с изображениями святого Руана с одной стороны алтаря и святого Патрика с другой. Через дорогу от этой современной католической церкви расположен колодец. По преданию, в этом колодце был найден древний бронзовый колокол. Поэтому этот колокол стали называть колоколом святого Руана Лоррского и приписывать этот колокол святому Руану. Сейчас он хранится в Британском музее. Хотя сам артефакт был изготовлен уже спустя несколько столетий после смерти святого Руана, традиция продолжает считать его одной из реликвий Лорры и связывать колокол с именем именно этого святого. Немного дальше по дороге, к югу поселения Лорра, находится доминиканский мужской монастырь, который был поселением, начиная с XIII века. Такова история поселения Лорра и его основателя святого Руана, пророка, решающего судьбы королей и побеждающего чудовищ. Если понравилось это путешествие по раннему Средневековью, подписывайтесь. Впереди еще много интересных историй о кельтских святых и об их удивительных чудесах. До новых встреч!